Приветствую всех любителей кей-поп на нашем канале. Сегодня мы поговорим о феномене, который ломает логику, здравый смысл и заставляет задуматься, все ли в порядке с критикой в социальных сетях. Представьте себе артиста, который при росте за 180 сантиметров обладает идеальной симметрией лица, фарфоровой кожей, безупречным чувством стиля и аристократичным вайбом. Человека, который одним только взглядом заставляет тренды ТикТока и X взрываться миллионными просмотрами. Да, речь идет о Рике, участнике мегапопулярной группы пятого поколения Zero Base One. А теперь представьте, что в один прекрасный день вы открываете социальные сети и видите, как алгоритмы подкидывают вам хэштеги или обсуждения, где этого же парня называют самым уродливым айдолом. Первое, что испытывает любой адекватный человек, это легкий шок и когнитивный диссонанс. Вы смотрите на экран, видите принца из аниме и не понимаете, это шутка, массовый гипноз или целенаправленная кампания по уничтожению репутации. В этом видео мы проведем детальный разбор и расследование. Мы выясним, откуда растут корни этого абсурдного слуха, как устроена машина хейта против иностранных айдолов, почему именно Рики стал мишенью для завистников и как реальные факты полностью уничтожают любые манипуляции антифанатов. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, включайте уведомления и давайте разберем этот абсурд по полочкам. Чтобы понять всю абсурдность этих слухов, давайте заглянем в биографию Рики, ведь его жизненный путь во многом объясняет, почему он стал таким уникальным артистом. Его настоящее имя – Шэнь Цюаньжуй. Он родился 20 мая 2004 года в Шанхае, Китай. Однако еще в раннем детстве его семья переехала в Соединенные Штаты, и вырос он в солнечном Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Именно поэтому Рики свободно владеет как китайским, так и английским языками, а также прекрасно адаптировался к корейскому. С самого детства он рос в очень комфортных условиях и воспитывался в творческой атмосфере, увлекался искусством, музыкой и модой. В Лос-Анджелесе он посещал престижную школу искусств, где серьезно изучал каллиграфию и рисование. Интересно, что любовь к сцене заставила его в подростковом возрасте принять судьбоносное решение. Рики оставил привычную жизнь в Америке и один отправился в Южную Корею, чтобы стать трейни в крупном агентстве Yuehua Entertainment. Несколько лет он упорно тренировался, оттачивая вокал и танцы, скрытые от глаз публики, пока в 2023 году не настал его звездный час на шоу Boys Planet. Помните его легендарное приветственное видео на проекте «Young and Rich, Tall and Handsome» – «Молодой и богатый, высокий и красивый»? Эта фраза мгновенно стала вирусным мемом, визитной карточкой и, как оказалось, чистой правдой. С первых же эпизодов шоу Рики заявил о себе не просто как о талантливом парне, а как о готовом визуальном центре любой группы. Его лицо с четко очерченной линией челюсти, глубокий взгляд и способность держать себя перед камерой выделяли его среди десятков других участников. Он не пытался подстроиться под стандартный милый образ соседского парня. Он нес себя как дорогой, эксклюзивный бренд. Известно, что другие участники проекта поражались его самодисциплине. Они рассказывали, что никогда не видели Рики без идеальной укладки или макияжа, даже во время изнурительных ночных репетиций. И это сработало. Несмотря на то, что экранного времени у него поначалу было не так много, фанаты по всему миру влюбились именно в эту харизму и безупречную эстетику. В итоге он занял уверенное 4-е место в финале шоу и стал неотъемлемой частью группы Zero Base One. Так как же айдол с такой потрясающей историей и внешностью вдруг получил столь обидный и несправедливый ярлык от хейтеров? Давайте разберем механику создания этого фейка, ведь в кей-поп-индустрии ничего не происходит случайно. Первая причина – это феномен черного пиара и манипуляции антифанатов. В эпоху ТикТока, шортс и рилс алгоритмы работают на удержание внимания, что привлекает внимание сильнее всего – кликбейт, скандал и абсурд. Антифанаты создают короткие ролики с кричащими заголовками в духе «Рейтинг самых некрасивых айдолов» или «Почему корейцы не считают Рики визуалом». Они используют единичные неудачные стоп-кадры, сделанные во время интенсивных танцев при плохом освещении, и выдают это за настоящее лицо артиста. Случайный зритель, незнакомый с группой, может поверить в этот искусственно созданный негатив. Вторая причина кроется в жестких рамках традиционных корейских стандартов красоты. Исторически в Южной Корее ценится мягкая, андрогинная, щенячья внешность. Идеальный айдол в классическом понимании – это парень с мягкими чертами лица, большими круглыми глазами и невинной улыбкой. Рики же обладает совершенно другим типом внешности. У него резкие, графичные, хищные и подчеркнуто мужественные черты. В западной терминологии его визуал назвали бы модельным или высокой модой.
Для консервативной части аудитории такая внешность кажется слишком агрессивной или непривычной, что хейтеры тут же пытаются выдать за несоответствие стандартам. Третья причина – скрытая ксенофобия. Рики – китайский участник в корейской группе. К сожалению, в кей-поп-фандомах до сих пор сильны националистические предрассудки. Иностранные участники всегда подвергаются двойному, а то и тройному давлению. Их вокал, танцы, поведение и, конечно же, внешность рассматриваются под микроскопом. Любая деталь гиперболизируется, и хейтеры используют любой повод, чтобы принизить иностранного айдола на фоне местных участников. Теперь, когда мы поняли природу этого хейта, давайте уничтожим его главным оружием – фактами, цифрами и признанием профессионалов. Действительно ли Рики не любят за внешность? Спойлер, официальная статистика говорит строго об обратном. Во-первых, давайте вспомним корейские симуляторы и опросы Visual World Cup, которые проводились среди корейских нетизенов во время и после Boys Planet. В этих голосованиях Рики стабильно входил в топ-9 самых красивых участников шоу по мнению самих корейцев, часто занимая места рядом с Джиуном и Ханбином. Это полностью опровергает миф о том, что в Корее его считают некрасивым. Во-вторых, обратите внимание на модную индустрию. Бренды одежды и косметики не дураки, они умеют считать деньги и оценивать визуал. Рики регулярно привлекает внимание крупных модных домов. Его образы с ковровых дорожек, его выходы в Yves Saint Laurent и других люксовых брендах обсуждаются ведущими модными критиками. Модные журналы с удовольствием берут его для сольных и групповых фотосессий, потому что его лицо идеально держит свет и не требует тонны ретуши. В-третьих, это его влияние на бьюти-тренды. Макияж Рики, его фирменные стрелки, укладка блонд и стильные прически – это то, что тысячи парней и девушек по всему миру пытаются повторить в ТикТоке. Бьюти-блогеры выпускают сотни туториалов под названием «Как сделать макияж в стиле Рики из Zero Base One». Если бы айдол был уродливым, стал бы его стиль глобальным трендом, который копируют миллионы, ответ очевиден. Важно посмотреть и на то, как Рики воспринимают те, кто находится с ним рядом каждый день, участники Zero Base One и профессионалы индустрии. Если вы посмотрите закадровые видео группы, влоги или их интервью на радио, вы заметите, как часто сами мемберы восхищаются внешностью Рики. Они не раз отмечали, что он выглядит безупречно в любое время суток, будь то раннее утро в аэропорту без макияжа или поздний вечер после тяжелого концерта. Мемберы в шутку и всерьез называют его принцем за его манеры и то, как дорого он выглядит даже в обычной тренировочной одежде. Фандом группы Zeros готов стоять за визуал Рики горой. Фанаты ценят его за то, что он не стесняется быть собой, уверен в своей привлекательности и умеет выигрышно подать свои сильные стороны на сцене. Такое мощное признание внутри фандома и уважение коллег – это лучший щит от любых нападок извне. Подводя итог нашему расследованию, можно сделать один очень важный вывод. В кей-поп-индустрии есть негласное правило – чем ярче горит звезда, тем сильнее ее пытаются потушить. Хейт в адрес внешности Рики – это не отражение реальности, это отражение его огромного успеха и популярности. Когда у айдола безупречный вокал, отличные танцевальные навыки, богатый бэкграунд и потрясающий визуал, у хейтеров просто не остается зацепок, им ни к чему придраться. И тогда они включают самую примитивную тактику, начинают отрицать очевидное, называя черное белым, а красивое – уродливым. Рики из Zero Base One – это живой пример того, как нужно ломать стереотипы, оставаться верным своему стилю и уверенно идти к своей цели, несмотря на любой абсурдный шепот за спиной. Он доказал, что его визуал – это неоспоримый факт, подтвержденный миллионами любящих сердец по всему миру, контрактами с брендами и его собственным неподражаемым талантом. А что думаете вы обо всей этой ситуации с хейтом? Как вы оцениваете визуал Рики и его влияние на индустрию пятого поколения кей-поп? Напишите свое подробное мнение в комментариях под этим видео, мне будет очень интересно почитать. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился этот разбор, делитесь видео с друзьями-капоперами и подписывайтесь на канал, чтобы мы вместе продолжали отделять фейки от правды в мире кей-поп. До скорой встречи в новых видео!